Представьте, едете в маленький польский городок, а по пути загорается автобус. Нам представлять не нужно. Так началось наше путешествие в Казимеж-Долный. Потом был случайный фестиваль, овраги с корнями над головой, деревня, где время застыло, башня с видом на Вислу и километры троп в зелени. Но хватит спойлеров, все сами увидите. Одно скажу точно, Казимеж удивляет на каждом шагу. Поехали смотреть. Казимеж-Долный – городок с примерно 3500 жителей, но зато с невероятным количеством художников и галерей на квадратный метр. Здесь любят все свое, от старинных домов до мини-пекарен, а туристов столько, что порой кажется, будто не сами часть местной жизни. Находится Казимеж примерно в 3 часах езды с Варшавы на своей машине или автобусе. Ну и как же мы загорелись. Ехали на фликсбасе, из двигателя пошел дым, водитель остановился, все выбежали, пожарные, полиция приехали очень быстро, а другие водители помогали. Я, как обычно, после таблетки тормозила, но понимание польского помогало ориентироваться. Вот уж не думала, что он понадобится в такой ситуации. В итоге пересели на другой автобус, потом уже сами на маршрутку, которая напомнила родной Днепр. Короче, это был настоящий квест из глуши. Обратно, кстати, ехали с тем же водителем и частичным составом. Узнали друг друга и посмеялись. Казимеж-Долный встречает нас своей рыночной площадью, которая тут очень живописная. Отсюда проще всего начать прогулку, если вы приехали на автобусе, как и мы. Внешний вид площади не раз менялся в течение веков из-за пожаров, так что дома, которые мы видим, были перестроены после Второй мировой. Ну, конечно, мы не мы, чтобы не смогли попасть на какой-то фестиваль. В этот раз это что-то фольклорное, как видите, много людей в костюмах, и пропихнуться очень тяжело. Вообще такое не люблю, я устала, уже только зашла в старый город, все. Тут жарко, много людей, трафик нереальный, еще так шумно. Ну, в общем, да, атмосфера тут веселая, живая. Активная, как вы видите, и, ну, как обычно, старый город везде. Что заметила, что здесь очень много авторских галерей. Это, конечно, фишка Казимежа, в котором чувствуется такой творческий вайб, и это прикольно. А еще очень шумно. На самом деле пересматриваю кадры и понимаю, как же это все атмосферно. Я сама была 10 лет в народных танцах, поэтому чувствую ностальгию в таких местах. И видно, как поляки берегут свою культуру. Кстати, в Казимеже регулярно проводятся фестивали. Видео мы снимали в последние дни июня. В июле был фестиваль вина. И также кино и искусств. И вот раз уж мы о культуре заговорили, самый простой способ к ней приблизиться – это язык. С ним открываются двери в поездках, в общении с людьми и в быту. Сейчас в сентябре как раз идеальное время начать новый учебный год только для себя. Знаю, у многих боль, вроде понимаешь, что говорят, а толком сказать не можешь. И вот стоишь, улыбаешься, а слова не идут. Знакомо, правда? Именно поэтому я советую Аню. Курсы разговорные клубы у нее полностью про практику и реальные ситуации. Только живой язык и поддержка. Всего за 3 месяца вы сможете выйти на новый уровень польского, а за год спокойно прийти с нуля до экзамена на B2. Для моих зрителей у Ани есть подарок. 1 бесплатный клуб или 10% скидки на курс. Попробуйте прямо сейчас, и польский перестанет быть барьером, а начнет работать на вас каждый день. Возвращаемся к нашей рыночной площади Казимежа, внутри и вокруг которой расположена куча достопримечательностей. Во-первых, в центре находится не какой-то там фонтан или памятник, а колодец, причем рабочий, но, к сожалению, к нему было не подойти. И, как говорит легенда, тот, кто попьет из него воды, будет часто возвращаться в Казимеж. Видимо, настолько вкусная. Поверим. Вообще, колодцы – это символ города, и их можно встретить не раз во время прогулки. Следующая остановка – доходные дома. Из самых значимых выделяется каменица Пшибыев, которая когда-то принадлежала 2 богатым купцам. Фасады в стиле Ренессанса красиво ее украшают, можно просматривать. И сразу рядом находится каменица Гданьска, уже в стиле барокко, как напоминание, что
что Казимеш был связан через торговлю с морским городом и даже назывался Маленьким Гданьском. Ну и завершает наш список каменица Целыевска, очень похожая по архитектуре на ту первую, с которой мы начали. В ней же расположен филиал Надвислянского музея, где постоянно проходят разные выставки. Но, как по мне, самая милая достопримечательность города – это памятник псу. Зовут его Верникс, и он был местной знаменитостью. Его любили и художники, которые тут проживали, и туристы. Да и сейчас любят. Говорят, если потрогать его нос, сбудется желание. И, собственно, видно, что трогали его часто, и не только за нос. А легенд вокруг Верникса ходит много. Одни говорят, что пес так любил Казимеш, что приехал в него автостопом из Яновца. Другие, что он каждый день переплывал Вислу. А так, сколько гидов, столько историй вы тут услышите. Чуть выше рыночной площади находится красивый костел, который украшает Казимеш Дольный еще с XIV века. Это яркий пример люблинского ренессанса, поэтому по архитектуре костел напоминает Люблин. И еще внутри него находится один из старейших органов Польши, который до сих пор работает. Рядом находится еще одно духовное место – францисканский монастырь. Он не особо популярный, но очень уютный. Внутри вас ждет крутая лестница и спокойная атмосфера. Снаружи – работы художников и безлюдная смотровая на город. И еще одно камерное место в старом городе – Малый рынок. До Второй мировой больше половины жителей Казимежа были евреями, и именно здесь вы можете прикоснуться к этой части истории. Она сохранилась в местной архитектуре и синагоге. Цена в 20 злотых за одну комнатку с фото может показаться завышенной, но если еврейская культура вам близка, то место точно стоит посещения. А если пройти чуть дальше от площади, минут 15 пешком, можно увидеть мемориал Холокоста, возведенный на месте кладбища. Это своеобразная стена плача из уцелевших мацев, еврейских надгробий, которыми немцы вымостили дорогу к своему штабу. Позже около 600 таких плит собрали и сложили в одну большую стену с трещиной посередине, как символ трагической судьбы польских евреев. Во время войны здесь, прямо на этом склоне, проходили массовые расстрелы. В моменты без туристов можно особенно прочувствовать энергию этого места. На многих плитах лежат камешки, где-то даже записки. А если пройти сквозь трещину, то на мгновение становится особенно тихо. А потом снова слышится шелест ветра. После прогулок по Казимежу самое время подумать, где остановиться. Город хоть и маленький, но вариантов жилья здесь много. В большей мере это уютные гостевые дома. Большинство находятся в пешей доступности от центра, так что можно легко перемещаться без машины. И, собственно, один из таких мини-отелей мы и выбрали. Ну что, приглашаю в наш уютный домик. Наш номер находится здесь. Заходим, оператор. Вот так он выглядит. Темновато немного, но это особо не мешает. Здесь у нас находится кровать, такое все темно-коричнево-белое. Здесь, в общем, картины, сами видите. Есть шкафы, да, места, куда можно положить вещи, даже в кровати, короче, очень много. Здесь находится диванчик, и можно посидеть, попить чай и что-то поесть, но не очень удобно, лучше пойти на территорию, там сильно красивее. И окна, да, очень уютные, мне нравится, как здесь сделаны шторы, и птицы здесь громкие очень, да, но мне это нравится. Собственно, дальше у нас тут крутой стул, телевизор, который мы никогда не включаем в отелях. Напишите, пожалуйста, включает ли кто-то. И здесь такая вот кухня, мини-кухня, есть холодильник, это очень крутой плюс. У нас тут есть еда. Раскрываю карты. Огурцы, да, все нормально. Есть немного посуда, чайник и кофемашина. Но кофе мы не пьем, а чай отлично, обожаем. Вот. И ванная, уже не буду заходить.
Она такая просторная, хочу сказать, удобная. Душ обалденный. Есть там гель для душа, шампунь, все необходимое. Вот. Так что очень комфортно. Но то, что мне больше всего понравилось тут, это территория. Ухоженная и продуманная до мелочей. Ходишь, слушаешь птичек и наслаждаешься. Мы заплатили тут 540 злотых за 2 ночи и уже 1 ночь отбыли, поспали, протестили все. Могу сказать, что здесь очень комфортно и очень спокойно. Вот здесь прям чувствую, что я отдыхаю душой, потому что я вообще ненавижу какие-то шумные места, где много людей, много звука, музыки, а тут природа, природа, птички, и, короче, я не перестаю восхищаться, люблю отдыхать в таких местах. Вот. Единственный прикол, конечно, был с тем, что полночи мы не могли уснуть из-за того, что собака на верхнем этаже бегала туда-сюда полночи. И если в первую ночь это еще было весело, то во вторую ужасно бесило, потому что мы тупо не спали по полночи из-за плохой звукоизоляции. А еще вот в этом вот пруду, оказывается, можно плавать. Правда, на свой страх и риск, и я бы, конечно, не хотела бы. Ну а это место — любовь. Мы тут уже сколько раз ели, немного нелегально, возле другого домика, но здесь так атмосферно. И цветочки очень красивые. А вот и главный замок Казимежа, точнее его руины. Считается, что первые укрепления здесь появились еще в 13 веке, чтобы защищать торговые пути по Висле. Сейчас остались лишь фрагменты стен, но зато можно походить и попредставлять, как это все выглядело раньше. Чуть выше замка стоит башня, ее видно из разных частей города, именно с нее открывается самый известный вид на Казимеж-Дольный. Подъем к башне не для всех может быть легкий, особенно в жару, но зато короткий. Сама башня была сторожевой, отсюда наблюдали за кораблями на Висле и сигнализировали в город в случае опасности. Итого, за 13 злотых вы получаете возможность посмотреть на руины замка, сделать фото на вот такой красивой смотровой и еще подняться на сторожевую башню. И стоит ли оно того? Я считаю, стоит, несмотря на то, что это действительно руины и, по сути, стены от замка. Если хочется взглянуть на город с другого ракурса, то можно подняться на холм 3 крестов. Кресты стоят тут с 18 века в память о жертвах эпидемии холеры. Подъем к ним короткий, минут 10, но крутой. И, как ни странно, вход платный, о чем вы узнаете в последний момент. Но если прийти сюда в 8 часов вечера, то может повезти и платить уже не нужно будет. Вообще, Казимеж-Дольный — это про спокойные прогулки, как вы уже могли заметить. И отдельный ленивый час можно посвятить тут прогулке по набережной Вислы и поплавать на пароме, если захотите. Кстати, я же вам не сказала, у Казимеж-Дольный есть еще один символ помимо колодца. Это петух. Легенда такая. Дьявол поселился в Казимеже и начал съедать всех петухов в деревне, но один спрятался в пещере. Пока дьявол его искал, монахи осветили святой водой его логово. Когда дьявол вернулся, испугался и убежал. С тех пор петух стал символом спасения и бдительности. В Казимеже даже есть музей, посвященный этому символу. Чтобы вы понимали, тут даже есть кагутомат или петухомат. Такой, по сути, инпост, где можно выбрать себе петуха или пряник, или, в общем, булочку. Но единственное, непонятно, насколько оно все свежее, но идея очень крутая. Вот такая штучка стоит 13 злотых, а вот такая 14. Тут даже граммовка написана, в общем, все удобно. И даже вот этот вариант я видела в других местах, и он был дороже, тут дешевле. Перед самыми атмосферными локациями предлагаю переключиться на заведения. Классные рестораны, кофейни и пекарни в Казимеж-Дольный, безусловно, присутствуют. Есть даже одна уютная чайная, которая себе помечала.
но выбрали в итоге мы фабрику налечника. На фоне громко играла музыка, а нарушать авторские права желания нет, поэтому поделюсь голосом. Мы заказали 4 порции блинов, так как это был наш последний день в Казимеже, и у нас было много часов до автобуса. Налечник с курицей терияки очень прям понравился, приятный сладковатый вкус. Индюк в сливочном соусе понравился меньше, менее яркий вкус. А самым балдежным оказался сладкий налечник с клубникой и сливками. Жирно, но нереально вкусно. Еще взяли региональный напиток, называется пигваняда. Он, собственно, делается из японского фрукта айвы и без всяких там красителей, а еще на основе зеленого чая. В общем, я пробовала, и вкус такой насыщенный, сладкий, но чай прям ощущается только, наверное, через такую терпкость в самом конце. Но вкусненько в целом. В итоге за 4 порции получилось 202 злотых, и мы прям объелись, поэтому повторять не рекомендую. Одной порции с головой каждому хватит. Помимо всего прочего, уникальная фишка Казимежа – это овраги. Их тут десятки, и они появились сами, из-за эрозии. Почва в этом районе рыхлая, песчаная, вода, дожди и плюс то, что люди веками ходили по одним и тем же тропам, все это со временем вымывало землю, и получились глубокие песчаные коридоры. Мы, как и все, сначала хотели зайти в самый популярный овраг – Кожанёвый Ду, с высоко висящими над головой корнями, но он оказался закрыт, без объяснений. Зато мы пошли в другой, менее известный, но тоже очень атмосферный. И что особенно приятно, там почти никого не было. Ну и плюс, что бесплатно. Да, в Казимеже куда ни сделаешь шаг, надо платить, даже в природных местах. Место, правда, волшебное. Мне почему-то вспомнилась сказка про Алису в стране чудес, не знаю. Вот. И мне нравится то, что эти овраги, они, в принципе, небольшие, по крайней мере, наш, что тут можно, буквально там 5-10 минут прогуляться, и все, и вы выходите с этого оврага и можете гулять дальше. Вот, и людей нет, реально классно. Не знаю, насколько Кожанёвый Ду масштабнее и почему там 13 тысяч отзывов, непонятно, но здесь также красиво, также высокие корни, видите, да, высота. Вот. В принципе, мне выше и не надо, мне достаточно. А еще тут в земле есть такие вот дырки, в которых, не знаю, кто-то живет. Пауки какие-то или что. И вот как раз-таки вспомнился уже Гарри Поттер, когда Гарри и Рон ездили с машиной на машине в лес. И там были большие пауки. Ой, класс. Кстати, вот, да, деревья. Что-то я сверху не сняла. Вообще в Казимеже не только оврагов много, но и зернохранилищ. Раньше город активно торговал через Вислу, и весь товар, в первую очередь зерно, складировали в вот таких каменных зданиях вдоль реки. Раньше их было около 60, к нашему времени сохранилось около 10. И по архитектуре они все похожи. Показываем вам одно из самых старых зернохранилищ, где сейчас работает музей. А так многие переделали в отели или рестораны. На юго-западе Казимежа, также возле Вислы, находится место, которое мне больше всего запало в душу – Менчмеш. В прошлом деревня сплавщиков, которые переправляли людей и товары через Вислу, сегодня музей под открытым небом с деревянными домами. Многие из них были перевезены сюда со всей Польши, чтобы спасти от разрушения. Ну и, конечно, в дома тут не позаглядывать, как в Люблинском музее, только посмотреть со стороны. В этой деревне есть старинный ветряк, тоже не местный, его перевезли сюда 50 лет назад. Вокруг уютная территория и смотровая на другой берег Вислы. Оператор у нас, конечно, крейзи, перелетел на дроне всю реку. Это было волнительно, в один момент мы даже потеряли сигнал. Все, чтобы снять всю эту красоту для вас поближе. Считаю, это заслуживает отдельного лайка. Место обалденное, я даже честно не ожидала. И давайте сейчас предлагаю пройтись по территории, чтобы более объемно все увидеть. Вот сам ветряк, собственно. Очень красивый с этой стороны, кстати. Тут есть такая милая территория, даже цветочки. Много интересных деталей. Тут написано, что входить нельзя. Я так понимаю, ремонт. Внутри находится какой-то музей. На самом деле не так важно туда подниматься. Сама территория стоит чего? Вот такая вот тут местность. Можно со всех сторон подходить, смотреть на
виды на реку, на Яновец. Сюда, в принципе, можно прийти пешком. Это будет где-то полчаса-час, около того, ну, если из центра Казимеж-Дольное. Но мы ехали на великах и поняли, что как хорошо, что они есть, что в отеле можно было взять бесплатно, арендовать, вот. Так что очень много времени сэкономили, и путь был очень классный, такой трушный. И, собственно, мы подснимем кадры вам. Очень красиво, атмосферно. У меня даже слезы наворачивались, потому что я очень люблю такую сельскую местность. Красивые вот эти все дома, огороды, солнце светит, птички поют, атмосферно. Хочется просто молчать, ехать и слушать. Рядом еще одно обалденное природное место, тоже смотровая, только уже на холме. Посмотрите, какая красота! Я в восторге. Тут панорама, конечно, пошире, чем возле ветряка, и виды раскрываются невероятные. Просто леса, река. Я в восторге от природы здесь, это просто что-то невероятное. И, как видите, нет людей. И один неприметный, но значимый камень. В 1939 году отсюда начали эвакуацию сокровищ с Вавеля, чтобы уберечь их от нацистов. Местные жители помогали перенаправить ценности через Вислу, а дальше в Канаду. В общем, я бы сказала, что приехать в Казимеж и не посетить Менчмеш просто нельзя. Супер спокойное и душевное место. Путь обратно у нас тоже был атмосферный. Что тут скажешь, природные велотропы – это любовь. На набережной проезжали еще одно классное место – парк «Миниатюр», где собраны памятные места с разных уголков Польши. Также такой вот кемпинг в виде кругляшков и козочек, которые паслись. Как вы поняли, проехать мы их не могли. Пошли спустимся, погладим. Их можно погладить? Казимеж-Дольный реально запал в душу. Маленький, но с характером, с видами и атмосферой, от которых замирает сердце. Лучшим решением было приехать сюда на выходные. Любите такие места? Пишите свои впечатления. И увидимся совсем скоро. Пока!